Всем привет! С вами канал со сложным названием. Большой лифтбэк Baojun RC6 стал на конвейер не один. Одновременно с ним серийным стал новый компакт-вэн RM5, который выводит марку Baojun, изначально созданную концептами General Motors и SAIC, для выпуска массовых и бюджетных автомобилей в более дорогой рыночный сегмент. Мы решили в своем обзоре обратить внимание на дебютировавший еще в 2018 году Baojun RM5, представляющий собой тандем стильной внешности и весьма неплохих технических характеристик. Автомобиль является серьезным конкурентом для текущих лидеров в своем классе, ведь учитывая комплектацию и стоимость, он вполне может стать очередным бестселлером. Кстати, у нас на канале уже есть обзоры про автомобили и электрокары марки Baojun. Если вам интересно, переходите по ссылочке на экране или в описании. Новый кузов выглядит достаточно ярко и современно. При этом авто имеет весьма своеобразный дизайн, показывающий, что его целевой аудиторией являются именно молодые автолюбители, желающие привлекать внимание в общем потоке. С другой стороны, переизбыток архитектурных элементов вряд ли понравится кому-либо, кроме самих китайцев. Перед Baojun RM5 по сравнению с остальной частью автомобиля довольно небольшой и слегка наклоненный к дорожному полотну. Это положительно влияет на аэродинамические свойства, как и большой наклон лобового стекла и правильные обводы переднего бампера. Новая модель имеет гладкий и короткий капот, без каких-либо рельефных выступов. Ниже расположился воздухозаборник и полоски светодиодной оптики дальнего света, соединенные металлической полосой, которая служит одновременно и обрамлением. В глаза бросается большая трапециевидная решетка радиатора, заполненная крупной ячеечной сетью с хромированными выступами и серебристым значком фирмы в самом центре. По бокам и чуть ниже от нее разместились шестиугольные воздуховоды в черном пластиковом обрамлении, в которые установили светодиодные дневные ходовые огни и фары ближнего света. Что касается габаритов, то длина компакт-вэна составляет 4705 мм, ширина 1806 мм, высота 1615 мм, а колесная база в 2750 мм. Дорожный просвет составил 190 мм, и это вполне себе кроссоверный показатель. Объем багажника производителем не заявлен, но судя по внешнему виду он достаточно большой, тем более, что в авто предусмотрена возможность сложить задний ряд сидений. Паркетник оснащается 16-дюймовыми колесами во всех комплектациях. Размерность шин 205 на 55 R16. При своей сравнительно невысокой стоимости RM5, прошедший рестайлинг, имеет прекрасное салонное исполнение. Здесь китайский производитель использовал для отделки качественные материалы, что нельзя не заметить. Среди них кожа, пластик, ткани и металл. Передняя панель китайского кроссвэна получила оригинальный футуристический дизайн. Фирменное двуспицевое рулевое колесо имеет кожаную оплетку. На его спицах размещаются сервисные клавиши для управления вспомогательными функциями кроссовера, а клаксон получил оригинальную восьмиугольную форму. За рулем прекрасно просматривается электронная приборная панель, напоминающая таковую у Мерседеса. Она представлена сенсорным экраном, размещенным под козырьком, отображающим всю актуальную информацию относительно езды. Это скорость, расход, месторасположение автомобиля и прочее. Никакого выбора у покупателей этого китайского автомобиля в отношении двигателя нет. Для RM5 предусмотрен ординарный 1,5-литровый мотор, работающий на бензине и развивающий мощность в 150 лошадиных сил и 143 ньютон-метров максимального крутящего момента. В паре с ним авто оснащается 6-скоростной автоматической коробкой передач. В машине предусмотрен только передний привод во всех комплектациях. На двигатель, можно сказать, общепринято предоставляется гарантия сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега, но этого вполне достаточно, чтобы испытать мотор. Подвеска представлена стойками типа Макферсон спереди и торсионной балкой сзади, тормоза дисковые, спереди еще и с вентиляцией. Купить новый Baojun RM5 можно, начиная от 17 тысяч долларов. Топовая комплектация обойдется примерно в 21 тысячу.
Эти цены, разумеется, характерны для китайского рынка. В Россию кроссоверов поставляться не планируется, о чем официально было заявлено производителем. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном автомобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с dachaclubmd.ru.